Когда я поселился в монастыре, мне первым делом объяснили, что в человеческом теле имеется 19 энергетических центров, именуемых вихрями, продолжил полковник прерванный рассказ. 7 из них являются основными, а 12 – второстепенными. Эти вихри – мощные полевые образования, невидимые глазом, но тем не менее вполне реально существующие. Местоположение второстепенных вихрей соответствует положению суставов конечностей. 6 верхних второстепенных вихрей соответствуют плечевым суставам, локтевым суставам и лучезапястным суставам и кистям рук. 6 нижних второстепенных вихрей соответствуют тазобедренным суставам, коленям и голеностопным суставам со ступнями. Когда ноги человека разведены не слишком широко в стороны, коленные вихри соединяются, образуя один большой вихрь, по количеству сконцентрированной в нем энергии, приближающейся к основным. А поскольку обычный человек крайне редко оказывается в ситуациях, требующих от него выполнения интенсивных широко-амплитудных махов ногами, выполнения шпагатов и тому подобных упражнений, коленные вихри его почти всегда представляют собой один вихрь, пространственная форма которого все время изменяется в соответствии с движениями тела. Поэтому иногда коленный вихрь относят к числу главных в качестве дополнительного, 8-го, и говорят не о 19, а о 18 вихрях. Местоположение центров 7 основных вихрей таково: самый нижний размещается в основании туловища, второй – на уровне самой верхней точки полового органа, третий – чуть ниже пупка, четвертый – посередине грудной клетки, пятый – на уровне основания шеи, шестой – в середине головы. Что же касается 7-го вихря, то он по форме напоминает конус с обращенным кверху открытым основанием и располагается в голове над 6-м вихрем. В здоровом теле все вихри вращаются с большой скоростью, обеспечивая праной или эфирной силой все системы человеческого существа. Когда же функционирование одного или более из этих вихрей нарушается, поток праны ослабляется или блокируется. В общем, нарушение циркуляции праны как раз и есть то, что мы называем болезнью и старостью. У нормального здорового человека, продолжал полковник, внешние границы вихрей довольно далеко выходят за пределы тела. У особо мощных и развитых во всех отношениях индивидов все вихри сливаются в одно плотное вращающееся полевое образование, по форме напоминающее гигантское энергетическое яйцо. Обычный человек тоже напоминает яйцо, однако плотность поля в нем различна, сердцевина вихрей по плотности энергии существенно отличается от периферии. А вот у старого, больного или слабого индивида почти вся энергия вихрей сосредоточена вблизи их центров. Внешние же границы вихрей зачастую за пределы тела не выходят. Самый быстрый и радикальный способ восстановления здоровья и молодости состоит в придании вихрям их нормальных энергетических характеристик. Для этого существует 5 простых упражнений. Вернее, всего их 6, но 6-е – особое, и о нем я когда-нибудь расскажу отдельно. Пока же остановимся на 5 упражнениях, каждая из которых действует благотворно, однако полнота эффекта достижима лишь при регулярном выполнении всех 5. По сути, это отнюдь не просто упражнения, недаром ламы называют их ритуальными действиями. Эти ритуальные действия и составляют простую систему эфирной тренировки, имя которой – Око Возрождения. А теперь я расскажу обо всех ритуальных действиях Ока Возрождения по порядку.